Всем привет, друзья! Мы на канале Киберкотлетки. И сегодня у нас интервью с Ветфи, игрок топ-1 киберспорт, надежда Узбекистана, молодой талант. Для тех, кто видит тебя первый раз, расскажи о себе. Всем салам, меня зовут Амир. Играю под никнеймом Ветфи в команде Депо на снайперской винтовке. В целом все. Я, можно сказать, еще с Нукуса. Вырос, переехал сюда, учусь и параллельно, получается, играю. Тебе 19? Ты что, мне запомнила только в те времена? Мне 22 уже. Уже? Да. Окей. Теперь сюда заходим? Да. Короче, ладно, как ты познакомился с Counter-Strike? Вообще, в целом, Counter-Strike получается. Ну с да, 1.6, конечно, само собой, с 1.6. Где-то в 4-5 годиков мне было. Я смотрел, как мой дядя играет. Я просто рядом с ним сажусь, получается, смотрю, как он играет, и параллельно тоже интересуюсь. И как-то, можно сказать, мой путь вообще в сфере игр начинается вот с этого момента, с детства. Получается, ты играл по большей части с дядей, и это он начал тебя обучать этому или нет? Да. У меня еще дома компьютерный клуб был даже, можно сказать. Компьютерный клуб? Да, и сам компьютер тоже как-то рабочий был. И на этом компьютере я всегда играл. Окей, получается, тебя поддержал дядя, но что насчет родителей? Как они к этому отнеслись? Ну, родители мне сказали, если ты учишься, самое главное, отлично, то все, можешь играть. А ты еще отличник получаешься? Ну да, в какой-то степени. А на красный закончил? Ну, в принципе, у меня за 11 класс все пятерки, а за 9 там четверка, по-моему, пару штук есть, но это не считается за красный диплом. Потому что там все должны быть пятерки. Да, прям вот над ним стоим. Вот главный киберспортсмен Узбекистана. Не, брат, так орать, конечно, не надо, это интервью. Следующий вопрос. В какой момент ты понял, что ты хочешь заниматься этим профессионально, прям на уровне таком? Ну, мне кажется, когда у меня уже первая профессиональная команда была, до этого времени это считалось больше как хобби. Первая про-команда. Первая про-команда, получается, я с Нукуса играл всякие там ладеры с онлайна. Как-то на меня вышло этот Аркет. Получается, они собирали молодежный состав, и я был у них на тесте, и уже на тот момент меня позвали, и, получается, переехал в Ташкент. Первый тот состав был Аркет? Молодежный состав, джуниор, да. У них был джуниор? У них был джуниор, но потом уже переименовали на Фиданзу. Фиданза, хоп. Это только олды знает. Мау пайт хале. Хоп, твои первые результаты, получается, это был ISF, когда вы заняли 4 место. Какие у тебя тогда были эмоции? Какие, может, приглашения, инвайты, какие-то составы у тебя тогда уже были? Не, ну, конечно, это был очень эмоциональный турнир, в плане, потому что мы все команды вылетели за границу впервые вместе, ну, не считая Казахстан. Это был Риад, и мы, получается, там заняли 1 место. Ну, в то время тогда бурные эмоции были, там те буквально все пишут, звонят, поздравляют. Положительные эмоции, можно сказать. И дальше уже, получается, Румыния. Ну, он, конечно, немного менее эмоциональный был, чем азиатский турнир, потому что мы там выиграли. А по поводу инвайтов после турнира, можно сказать, да, даже инвайтов не было. В тот момент еще не было каких-то инвайтов? Нет, не раскрываем секрет. Да, в смысле, ты должен быть честным! Да не, шучу. Инвайтов не было. В какой-то момент тебя видели на турнире в арабском составе. Что это было? Расскажи про это. Ну, это больше такой, скорее всего. Разовый? Ну да, разовый. Получается, 2 раза туда ездил. Это были тесты? Или просто Нет, это не разовые? тесты был. Это мой друг просто с Саудовской Аравии позвал мне играть их местные турниры, где разрешили играть легионерам. И как-то мы прошли, получается, онлайн-квалификацию, и на самый уже мейн-этап я попал дважды. ISF 2024. Угу. Как считаешь, это был прям пик индустрии киберспорта в Узбекистане? Узбекского? Да. Нет, само собой, нас еще дальше ждут большие... Города. Конечно, само собой. Ага. А сейчас что, по-твоему? Тоже рост? Все еще? Да. С 24-го года? В какой-то степени, да. Когда уже прайм? Прайм, дай бог. Уже года, наверное. По поводу узбекского киберспорта, мне кажется, еще нас ждут перемены в какой-то степени, и будут результаты еще лучше, несомненно. Ну, прайм Узбекистана еще не наступил. А твой? Надеюсь, нет еще. Сейчас как ощущаешься вообще по форме? Уверена? Уверена, но есть к чему расти. Как ты решил сменить свою команду и как случился трансфер в Депо? Ну, это был понятный трансфер, потому что IC Волонов Рок, они ушли играть за интернациональную команду НКТ. И, получается, мы уже на тот момент хотели поменять организацию, и вышло то, что получается, то, что уже на тот момент Депо уже искал игроков. Ну и, в принципе, все. Ну, такой вот трансфер. А ты что там думал? Вот так вот сейчас будет история, да, конечно. Да нет, все так просто. Хоп.
Окей, между узбекскими и казахскими игроками всегда было какое-то соперничество. И как ты считаешь, чего не хватает узбекскому киберспорту, чтобы достичь какого-то уровня? Мне кажется, прежде всего, дисциплина. Дисциплина рождает игроков? Да, некая дисциплина и люди, которые передают этот опыт. В Казахстане их много, можно сказать. Есть люди. Я тоже в какой-то мере не дисциплинированно был в своем начале. Это, возможно, приходит со временем, но прежде всего, да, дисциплина. А что тебя мотивирует? Каждый день тренироваться, играть в эту игру? Да, двигаться в целом. Двигаться в целом, конечно же. Весь процесс интересен сам по себе. Как строится команда, и в целом интересны какие-то взаимодействия между игроками, тренером, с капитаном. Конечно же, хочется просто поиграть на большой арене и путешествие в каком-то ключе. Получается, если ты рейнишь какой-нибудь, допустим, мажор, сыграешь в него на большой арене в лане, то ты закрываешь эту книгу или как? Если попадаю на мажор и играю на большой арене? Цель твоя окончательная. Не, окончательной цели нет. Сперва надо как-то по ступенькам, правильно? По ступенькам ты идешь куда-то. А дальше уже посмотрим. Как по там ходу будет. дела. Да. Самое главное сделать первый шаг. Это сложнее всего обычно. На твой взгляд, какое главное отличие казахских и узбекских? Просто как будто менталитет и все. Как люди относятся к игре в целом, само собой. Родители, возможно, некоторых. Менталитет. Расскажи про недавние замены в депо. Это типа плюс шаг для команды или ты как-нибудь вообще в целом оцениваешь переход бустера? Он у вас как EGL или как? Мы сейчас, получается, подписали еще одного игрока русского. Крат. Он сейчас на IGL. Что сказать? Изменения, конечно, в лучшую сторону, потому что у русского игрока больше всего опыта. У него там сколько? 2000 карт на ХЛТВ, и ему есть чем делиться. Мы просто, получается, должны развиваться в этом плане и, все, в принципе, да, развиваться в этом плане, все. Они бывают более токсичные? Токсичные? Русские игроки? Нет. По отношению к Нет, нашим? профессионалы своего дела. Нынешний состав Team Узбекистан — это команда, которая способна повторить или даже превзойти ISF. Почему раньше не удавалось так собираться? Я думаю, да, скорее всего, превзойти получится, но сейчас в целом уровень игры вырос, и нам будет посложнее из-за того, что команды лучше собрались. Это, во-первых. Этот состав, он может превзойти ISF, получается. Почему дальше. Раньше так не получалось? Дальше почему так не получалось? У нас, скорее всего, связи не было. На тот момент у нас уже был состав свой, и мы решили играть с этим составом, а там на Рюдин, ДСЖ, они больше были на фокусе на свои турниры, можно сказать так. У всех были свои дела, получается. Да. Поэтому не собрались. Успехов вам. Там много найдешь с этого состава. Получается, ты уже много лет играешь в узбекской сцене, у тебя много опыта. И как за это время изменилась вообще эта сцена? В целом игроки, по-твоему, стали лучше? Или, может, есть какие-то молодые игроки, которых бы ты выделил особенно? Уровень игры, да, в целом вырос, потому что стандарт игры, он растет с каждым годом. Потому что, допустим, взяв какой-то 2017 год, 2020 год, уровень игры, стандарты игры, они повысились. Фокус проходит, когда... И, само собой, уровень игры растет, и игроки тоже растут, и что можно сказать? Молодых игроков ты уже видел? Про молодых игроков, кого бы я выделил, скорее всего, это Шисейда, Шома, Сорик и Боташот. Точно у молодой. Него, если он, конечно, будет профессионально этим заниматься, Боташот добьется очень многих успехов, он топовым снайпером будет. Мастером своего дела. Counter-Strike вообще, у тебя, получается, помимо него, есть какие-то хобби? Или ты прям full фокус отдаешь только игре? Нет, хобби нет у меня. Никакой личной жизни? Только Counter-Strike? Только Counter-Strike, да. Так не бывает. В смысле? Нет никакого вообще абсолютно. Может, читаешь книжки, не знаю, общаешься с друзьями. У тебя друзья есть? Друзья есть, говорит. Какой опыт? Конечно, есть. Не, ты имеешь в виду какую-то паузу там от контры какой-то, да, взять? Помимо, вот когда ты не играешь, что ты делаешь? Так, я свое личное время в основном провожу с друзьями, с близкими друзьями, выхожу на улицу там ночью. Просто так общаюсь, гуляю больше, стараюсь больше вести активный образ жизни. Про близких друзей. Они из сферы киберспорта? Нет. А из сферы киберспорта у тебя есть какие-нибудь тиммейты? Тиммейты есть. Нет, тиммейты имею в виду, с которыми прям приятно играть, которых ты зовешь, говоришь, муть всех, пошли вдвоем. Все мои тиммейты из депо. Все, у меня больше нет друзей. Ладно, что-нибудь. Да нет, есть у меня, само собой, да. Там русские какие-нибудь, с которыми я играю, которых вы не знаете, но есть, да.
Окей, назови свой топ-5 лучших игроков Узбекистана со всех времен. Всех времен, топ-5 Узбекистана. Это, скорее всего, Санджи первое место. Второе место Рюджин, ССЖ. Дальше Айси Влан. Потом Фраг. Все, ты уже топ-5 говорила. Ну, ты же сказал, потом я подумала, кто-то еще есть. Окей, ластовый вопрос. На каких ближайших турнирах болельщики смогут увидеть себя и прийти поддержать вашу команду? Так, это получается... Ланы. Ланы в Казахстане в конце июля, потому что в середине июля мы будем проходить онлайн-квалификации, дай бог пройдем. И в конце июля уже в Павлодаре, по-моему, город такой есть в Казахстане. Там будем играть. Трансляции, конечно же, будут. А по поводу ланов в Узбекистане будут они в августе. В депо, Максимка, приезжайте, поддерживайте. Он тут не появляется, если что. А, мы здесь играем, как в смысле не появляемся? У вас тут буткемп. Так, нет, здесь турниры же будут проводиться, здесь можете нас поддержать. А буткемп у вас где? Буткемп у нас депо Чуланзар. Чуланзар 55, приезжайте, играйте. Бонусы. По промокоду ВЭТФИ? Да. Так, получается, с нами был ВЭТФИ, Надежда Киберспорта, молодой талант. Уже не молодой. Уже не Уже в молодой. возрасте. Спасибо большое. Добавить что-нибудь? Поддерживайте депо, смотрите наши трансляции. Буду рад каждой поддержке и хейту, само собой. Дальше меньше, как говорится. Погнали. Спасибо большое.